Здравствуйте, друзья! Я продолжаю свою серию обзоров ZigBee устройств от Blitzwolf. Эти устройства используются в родном приложении, которое является клоном системы Tuya Smart. Также эти устройства поддерживаются интеграцией ZigBee to MQTT, которая позволяет его использовать в альтернативных системах управления, таких как Home Assistant, про которое я сегодня расскажу. Также, ввиду многих вопросов, хочу сказать в самом начале, что эти устройства никаким образом не дружат с системой Mi Home и с шлюзами Xiaomi и Aqara. Модель Blitzwolf BV SHP13. Интерфейс ZigBee 3.0. Мощность до 3680 Вт, но не более 16 А. Рабочее напряжение от 110 до 240 вольт. Размер 46 на 46 на 82 мм. Особенного креатива при создании коробок для своих устройств Blitzwolf не проявляет. Бело-зеленые цвета, номер модели, перечень основных характеристик. Также особенной защиты упаковка не имеет, но тем не менее доехало все в целости и сохранности, ничего не повредилось. В комплекте сама розетка, небольшая, но мультиязычная инструкция и отметка о прохождении контроля качества. Инструкция почему-то описывает процесс подключения Wi-Fi версии розетки, никто не озаботился написать про ZigBee. Blitzwolf BV SHP13 представляет собой переходник между стационарной розеткой и вилкой устройства нагрузки. Несомненным плюсом является то, что она выполнена в широко распространенном формате шука. Выполнена она из белого огнестойкого пластика, контакты вилки толстые, способные выдержать большую нагрузку, имеется сквозной контакт заземления. Контакты розетки имеют защиту от детей или попадания брызг. На фронтальной части продублированы ее основные параметры. На одной из сторон корпуса расположен единственный элемент управления – кнопка, которая переключает состояние розетки, а при удерживании переводит ее в режим сопряжения. Сравнительно с аналогичной по параметрам ZigBee розеткой от Heyman, ссылку на обзор я оставлю в описании. Длина и ширина героя обзора намного меньше. При этом он существенно более чем на сантиметр глубже, соответственно и от стены будет выдвинут дальше, конкретно на 4,5 см. После включения розетка переходит в режим сопряжения, о чем свидетельствует мерцание светодиода на кнопке. Как я и сказал, розетка поддерживается интеграцией ZigBee to MQTT, которую надо перевести в режим добавления новых устройств. После этого нужно некоторое время подождать, пока светодиод не перестанет мерцать. Устройство появится в системе и добавляет в нее 5 новых сущностей. Определяется эта розетка как Tuya TS0121 и картинка, которую подставляет аддон, именно от этого устройства. Как и другие гаджеты со стационарным питанием, розетка является роутером для ZigBee сети. Устройство вместе со всеми своими сущностями пробрасывается в Home Assistant через интеграцию MQTT. Кроме реле, которое имеет состояние включить и выключить, имеется еще 4 сенсора: текущее потребление, напряжение в сети, значение силы тока и уровень сигнала. Перейдем к тестам. Первый — сохранение состояния при сбое электроэнергии. Тут проблем никаких нет. Розетка без дополнительных настроек по умолчанию восстанавливает статус, который был перед прекращением подачи электричества. Не хочу утомлять долгими нагрузочными тестами розетки, сразу скажу результат. Что касается энергопотребления, то розетка дает вполне корректный результат. Существенных расхождений при использовании нагрузок разной мощности я не обнаружил, все в пределах 1-2%. А вот показания напряжения в сети у героя обзора стабильно ниже фактического, причем не менее чем на 10 вольт, а иногда и до 15. Может, это мне попался такой экземпляр, но вот такой неприятный факт. Немаловажная деталь. При использовании пакета из нескольких настенных розеток устройство никак не перекрывает соседние, только нужно учитывать немаленький отступ от стены. Мой вариант использования — это стиральная машина. Тут нужна хорошая мощность, так как потребление может превышать и 3 кВт. Также необходима функция восстановления состояния после сбоя питания и немаловажна функция роутера, например, для более стабильной работы датчика протечки, который находится совсем рядом. Кроме понимания и монетизации расхода электроэнергии стиральной машины, я создал бинарный сенсор, который становится активным, когда потребление превышает 3 Вт.
Это значение я подобрал экспериментально, если мало, можно увеличить. Сейчас потребления на розетке нет и сенсор отключен. На карте истории этого сенсора видны его последние 5 активностей, это мои тесты. А здесь потребление есть и сенсор переходит в статус включено. Как видно в карте истории, в процессе стирки есть небольшие интервалы, когда потребление падает ниже 3 Вт. Кейс еще нужно дорабатывать, тут есть несколько вариантов. Это отслеживание состояния дверцы машины или добавление некоторого интервала ожидания. Можно сказать, что за свою стоимость, которая лишь немногим выше китайской версии Xiaomi, это весьма интересная покупка. Потому что по сравнению с той же Xiaomi она имеет большую мощность 16 А против 10 и европейский форм-фактор. К минусам, как я уже сказал, можно отнести это слишком большое расстояние от стены из-за ее габаритов и некорректное, по крайней мере в моем случае, показание напряжения в сети. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и акции на товары по тематике умного дома вы можете найти в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч!